Взломать УГ, невозможно. Нет ничего невозможного. В этом ролике я покажу вам взломную версию уличных гонок, обсудим какие-то возможности и перспективы, увидим реакцию разработчиков. Но прежде чем я приступлю к, так сказать, обсуждению, хотел бы сказать, что данное видео не имеет цели кого-то оскорбить или призвать вас к какому-то действию. Видео несет исключительно развлекающийся характер, ну и наслаждайтесь просмотром. А все начиналось как-то так. Всем привет, вы на канале Diffy, это Diffy News, 14 выпуск. В этом выпуске поговорим про взлом игры, также обсудим новый автомобиль, ставьте обязательно лайк, подписочка на канал. Ну и поговорим сначала про взлом, потому что, наверное, это самое интересное, что будет в этом ролике. В общем, на мою почту для сотрудничества или рекламы написал один паренек с довольно странным предложением, и звучало оно как-то так. Привет, Diffy, я начал смотреть тебя недавно. Как и играть в уличные гонки. В общем, я мододел. Если хочешь, могу сделать для тебя кастомную версию игры конкретно под твой YouTube канал. И это сообщение, во-первых, ввело меня в заблуждение. Во-первых, я не поверил. Согласитесь, поверить в такое довольно тяжело. И я как блогер решил закинуть опросик в свой телеграм-канал. Писать мне этому пареньку или нет. В итоге большинство из вас проголосовало за то, что 100% нужно писать однозначно, и я ему написал. После небольшого диалога мы с ним законтачились и начали накидывать различные идеи, что можно вообще сделать. По итогу у нас получилось что-то следующее. Как вы можете наблюдать, первое, что мы решили изменить, это меню запуска игры. Кастомная версия выглядит намного ярче. Также изменилась менюшка при выборе платформы, на которую вы хотите зайти. Не взлом, отвечаю. Такая простенькая картинка, которая была очень быстро сделана. В целом над качеством картинок мы сильно не работали. Вот, кстати, перебьюсь, у нас тут на фоне появилась музыка. И это не фоновую музыку, которую я сам добавляю. Это музыка, которую мы изменили в игре. То есть все звуки в игре можно полностью заменить. Так же самое, как и визуалку. Как видите, меню прогрузки, оно везде одинаково. Это никакой не монтаж ни в коем случае. Это вот просто измененные картинки в игре. Можно играться с баннерами. Музыка тут в 5 вариациях. Ее можно подставлять, вот, допустим, 5 разных треков. И при входе в различные менюшки будет производиться разная музыка. Длительность музыки может быть вот практически бесконечной. Есть определенный цикл, можно сделать цикличную. И в этом весь кайф. Можно поставить различные звуки на победу или же поражение. Вот как только вы пересекаете черту финиша, у вас будет звук победы, вы можете его сделать своим. Со всем этим нужно играться и нужно время. И чтобы самому вот ничего не придумывать, мы решили узнать ваше мнение, чего же не хватает в игре и что бы вы хотели, чтобы мы изменили. Это была такая простенькая первая версия, которая была сделана буквально за 5 минут, где мы изменили пару визуальных картинок, изменили звуки, но вообще, что можно изменить в целом? Как я и сказал, можно изменить полностью визуалку, начиная от простых изменений менюшек игры, а заканчивая изменением сезонов в игре. То есть можно весной легко сменить на зиму или же включить тематику Хэллоуина. Можно даже свое что-то забацать, но это уже требует особых заморочек, как вы понимаете. Можно менять шрифты, звуки. Звуки можно менять как при победе, так и при поражении. Фоновую музыку можно менять. Менять можно трассы, вид спидометра и прочее. Впрочем, можно сделать многое, нужно просто полазить в коде игры. Я так понял, что код игры написан на Java, а значит проблем вообще никаких не должно возникать. Но стоит учесть, что сам контент игры, он скрыт. Во-первых, игра серверная, доступа у нас к серверу нет. А это значит, что мы можем просто подтянуть визуалку, полностью сделать как мы хотим, потому что это уже кастомная версия. Кстати, вот такая вот кастомная версия никак не влияет на процесс игры, у вас так же само продолжает наращиваться уровень, ресурсы. То есть вообще никаких изменений нет, это просто версия, созданная под вас.
А также мы сделали вывод, что можно сделать свой сервер. И как это будет происходить? Вы так же самое меняете визуалку, может быть что-то еще найдем в коде, можете поменять звуки, ну и прочее. В общем, вы делаете свои изменения и просто рассылаете файл. Этот файл вы устанавливаете, и игра у вас так же самое подвязывается к основному серверу, и вы играете с остальными игроками, не испытывая никаких проблем. Также, полазив в коде, мы нашли вот такую вот картинку, которая изображена. Честно, она размыта и тяжело было догадаться, что это. Но вот всякие прочие фишечки можно пойти и поискать в коде. И возможно, если мы что-то интересное найдем, я даже сниму ролик. Также вот ниже картиночка — это звуки игры, которые полностью можно заменить, как я и сказал. Но делать это все я, конечно же, не рекомендую, ведь это строго запрещено политикой игры, за такое можно получить не только бан, а и более серьезное наказание. Так что это просто в целях ознакомления, вот такие возможности есть. Можно вот сделать под себя кастомную версию, играть и наслаждаться. Кому интересно, ссылочку на телеграм-канала паренька оставлю в описании. Вы можете с ним связаться и создать для себя кастомную версию, которую после можете опубликовать даже в Play Market. Но стоит учитывать, что у вас могут возникнуть серьезные проблемы с авторским правом, так что лучше такую версию хранить только у себя и отсылать только доверенным людям. Такое можно провернуть хоть на Android, хоть на iOS. И в целом на процесс игры вы никак не влияете, вы ничего не портите, ведь версия только для вас. Но вот если вы рассчитывали, что таким образом можно как-то накрутить себе баксы, монеты, такого нету, да. Возможно, если порыться очень хорошо в коде, что-то найти можно, но так как игра серверная, такой контент вы не сможете изменить. Ну вот, без доступа к серверу вообще никак нереально. Ну и по взлому, наверное, все. Даже не знаю, можно ли это назвать взломом. Напишите в комментах, считаете ли вы каким-то взломом вот такие вот действия. А вообще напишите, насколько вам интересна идея, что бы вы хотели увидеть в кастомной версии. Но еще раз напомню, что ссылочку на паренька, который это все сделал, оставлю в описании под роликом, можете с ним связаться и что-то интересное замутить. Ну а реакция разработчиков была следующая. Во-первых, они очень сильно удивились и сказали, что такой разговор не может продолжаться, ведь это слишком конфиденциальная информация. Скриншотик переписки с разработчиками залью в свой телеграм-канал. Ну и так как это Diffie News, мы должны с вами заценить недавно анонсированный автомобиль. Так что двигаемся с вами к следующей новости. А звучит она как-то так. Новый автомобиль в G-классе — это Chevrolet SS 1970 года. На канале уже выходил ролик, там где мы говорили про возможные характеристики данного автомобиля, вот ссылочка на него. Но, так как теперь нам указали конкретную модификацию автомобиля, что он будет 70-го года, что именно SS, я могу сказать следующее. Автомобиль оснащен неплохим двигателем с объемом двигателя 7,4 литра, мощностью 456 лошадок и лошадиными силами на тонну 264. Снаряженная масса у автомобиля 1727 кг. И исходя из этих характеристик, могу сказать, что скорее всего это новый топ G-класс, это новый топ маслкаров. Ведь характеристики двигателя намного ярче, нежели у Чарджера и того же самого Корнета. Да, кузов чуть тяжелее, но насколько мне известно, лобовое сопротивление у данного автомобиля меньше. И я думаю, этот автомобиль добавят в турнирный автосалон. Это мои догадки, я, конечно же, могу ошибаться, но как по мне, этому автомобилю светит дорога в топы. Но все ли так ярко? Не совсем. Многие начали жаловаться, что автомобиль получился каким-то слишком длинным, как лимузин, и это им не нравится. И внешку автомобиля не очень, и нужно ее доработать. Что могу сказать насчет внешки? Она однозначно на любителя и сходство с реальностью имеет. Конечно же, было бы неплохо доработать внешку, но и так сойдет. В общем, такой выпуск новостей получился. Напишите, понравился ли он вам. Если да, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал. В этом видео мы поговорили про таком мини-взломе, поговорили про новый автомобиль, который вот недавно анонсировали. И я надеюсь, выпуск вам понравился. С вами был, как всегда, Диффи. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.